Прежде чем все слова обрели свой смысл. Прежде чем воспоминания сложились воедино. Была история, которая по-настоящему так и не началась. Потому что она существовала с самого начала, тихо дыша между двумя душами, которым еще предстояло осознать свою судьбу. Между сверкающей сценой и суетой постоянно движущегося мира. Было чувство, которое медленно, почти незаметно росло. Это не был внезапный взрыв любви, а связь, которая укреплялась со временем. Созданная из небольших встреч, мимолетных взглядов и теплого молчания. И когда время наконец открыло дверь в прошлое, мы поняли одну простую, но шокирующую вещь. Некоторые истории никогда по-настоящему не заканчиваются. Они просто ждали подходящего момента, чтобы быть рассказанными снова, с чувством гораздо более глубоким, чем прежде. 11 лет назад, когда BTS только начинали делать первые шаги в своей собственной истории. Они написали твит, который сейчас, оглядываясь назад, кажется медленным, но верным пророчеством. Оглядываясь назад, становится все яснее, что с самого начала Тэсён и Чингук были связаны невидимой нитью. С самых первых дней они двигались, как два магнита. Притягиваясь друг к другу, неразлучные. Всегда ища друг друга. Они обменивались легкими смешками, мимолетными взглядами и тайным языком, который понимали только они двое. И сегодня, когда Тэсён перелистывает страницы 2015 года в фан-кафе. Эпоху I Need You. Мы снова сталкиваемся с такой ясной, такой неоспоримой картиной. Тот же Тэкук, что и раньше. Близкие. Естественные. Словно время остановилось прямо между ними. Сначала они были просто двумя друзьями. Вместе в маленьких шалостях. Понимая друг друга без необходимости долгих объяснений. Но постепенно, почти незаметно, связь приобрела новую форму. Она стала чем-то более крепким. Глубже. Смелее. Они влюбились без лишнего шума. Без объявлений. Без громких признаний. Это проявлялось во взглядах, в небольших жестах, в том, как они заботились друг о друге, когда никто не видел. И спустя более 10 лет эта любовь все еще крепнет, чистая, верная и прочная, как скала в океане. 10 лет совместной жизни. 10 лет преодоления бурь. 10 лет борьбы с препятствиями, которые только укрепляли их связь. Недавно мы снова увидели их. В доме Чингука. Так уютно. Так тепло. Так полно чувств. Обнимались, как будто весь мир принадлежал только им двоим. Как будто тот день был первым днем, когда они влюбились. И именно поэтому я верю в Тэкука. Потому что их любовь — это не то, что внезапно появляется и тут же исчезает. Это не мимолетное чувство, которое угасает со временем и шумом. Это то, что растет. Выдерживает. Испытывается. И все еще стоит. Шум придет. Слухи будут распространяться. Как обычно, все утихло. Что никогда по-настоящему не угасало, так это любовь между ними. Любовь, которая бросала вызов расстоянию. Непоколебимая во времени. Непоколебленная трудностями. Я до сих пор помню те ранние дни. Чингук. Застенчивый маленький мальчик, который едва осмеливался издать хоть звук. Тем временем Тэсён был самим солнцем. Харизматичный, уникальный, яркий. Именно Тэсён вывел Чингука из его скорлупы, заставляя его смеяться, бросая ему вызов, защищая его. А Чингук, в свою очередь, стал опорой для Тэсёна. Настоящим слушателем. Они были успокаивающим присутствием, когда мир казался слишком шумным. Они были двумя кусочками пазла, с самого начала созданными для того, чтобы дополнять друг друга.
Химия между ними была настолько очевидной. Даже другие участники часто подшучивали над ними по этому поводу. Затем наступила эра I Need You. Поворотный момент. Время взросления. И тот этап, когда мы видим Тэхёна сияющим ярче, чем когда-либо. За кулисами. На видео и фотографиях. Они всегда вместе. Они больше не просто друзья. Есть особый взгляд, который они разделяют. То, как их тело инстинктивно ищут друг друга. Привязанность, которую больше нельзя скрыть за словом «дружба». Когда Тэхён сегодня вспоминает то время, трудно не поверить, что любовь была всегда. Ждала подходящего момента, чтобы расцвести. Тот прямой эфир BTS также стал незабываемым моментом. Впервые за долгое время. Тэхён и Чингук сидели рядом. Неразлучные ни на секунду. Энергия между ними ощущалась настолько плотной. Словно их можно было коснуться. Их взгляды кричали громче слов. Они явно изо всех сил пытались держаться. Соблюдая границы. Перед наблюдающим миром. Их язык тела был исповедальным. Беспокойные руки. Пальцы, ищущие повод прикоснуться. Тихая улыбка, которая появляется, когда они думают, что никто не смотрит. Трансляция не была постановочной. Она не была запланирована. Она состоялась, потому что время наконец-то было на их стороне. Расписание закончилось. Камеры больше не контролировали ситуацию. И они позволили себе быть самими собой. Чингук, с интуицией, которая никогда не лжет. Почти коснулся Тэхёна. Замер на мгновение. И, наконец, поддался чувству. Короткое прикосновение к шее. Быстрое. Но полное смысла. А затем наступил момент, который теперь считается легендарным. Его рука на животе Тэхёна. Не просто прикосновение, а исследование. Признание. Невысказанное желание. Тэхён ответил взаимностью с нежностью. Пальцы, которые ласкали. Взгляд, который говорил: «Это наше». Мир словно исчез. Остались только они двое. И любовь, слишком сильная, чтобы ее полностью скрыть. Взгляд Тэхёна на Чингука, нежный, полный восхищения. Был невозможно подделать. Наступил момент, когда их взгляды встретились. И словно было дано молчаливое обещание. После этого мы останемся только вдвоем. Эта трансляция стала культовой. Не только из-за музыки или фанатов, но и потому, что она послужила доказательством. Что Тэкук — это нечто гораздо более глубокое. То, как они делили пространство, изменило атмосферу вокруг них. Между ними возникло магнетическое поле, которое связывало их вместе. И в то же время отдаляло от внешнего мира. Взгляд Чингука был предназначен только для Тэхёна. Полного преданности. Полного нежности. Полного уверенности. И Тэхён ответил ему спокойствием, не нуждающимся в словах. Этой маленькой улыбки было достаточно. Молчание, которое они разделяли, было самой искренней формой любви. В коротких взглядах, в небольших жестах, в вере в то, что бы ни случилось. Они все еще созданы друг для друга. Теперь они были более сдержаны, более осторожны. Но не потому, что любовь угасла, а потому, что любовь повзрослела. Самые крепкие отношения не всегда нужно выставлять на показ. Иногда он живет в молчании. В одном взгляде. В незаменимом присутствии. И этого более чем достаточно. Если эта история заставляет вас задуматься. Если каждое слово кажется эхом одного и того же чувства. Не пропустите ее. Оставьте свой след в комментариях.
Расскажите нам о самом запоминающемся моменте Тэкука. Поставьте лайк, если вы верите, что некоторые связи созданы для того, чтобы длиться вечно. И не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить следующую историю о молчании. О любви, которая никогда не была объявлена, но всегда казалась настоящей.